Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена, и, как я вам обещала, прогноз на 2023 год. То, что я видела по регрессии, то, что было мне через расчеты, через нумерологию, через разные вещи. И насколько я могла, я соединила, все, что могла записать. Конечно, все не вошло, приходят еще новые какие-то события. 2023 год. Но уже, по крайней мере, не столько двоек, всего две. И следующая тройка. 2 плюс 2 плюс 3 равняется 7. Семерка – это по той нумерологии, которую я знаю, по которой я смотрю, и предсказываю судьбу людей. Она немножко не такая. Не так какие-то квадратики рисуют, нет. И семерка – это суды, какие-то переговоры, конфликты даже, может быть. Но в то же время это, как мы говорим, по судьбе. То есть то, что должно случиться, хотим мы или не хотим, но это обязательно должно произойти во благо. Все происходит во благо нашей жизни. Просто каждый по-разному смотрит. Один смотрит в окно и видит дождь, и кривится: вот опять дождь, надо зонт брать. А другой смотрит в окно и говорит: дождь идет, все очищает, так хочется по лужам попрыгать босыми ногами или прямо в ботинках, или в туфлях. Ох, какая красота! Каждый видит то, что он хочет видеть, каждый слышит то, что он хочет услышать, в зависимости, на каких вибрациях человек находится. По поводу действий, которые происходят сейчас, кровавые действия в двух славянских странах, третья затронута. В феврале начнутся подвижки, а уже к марту уже будут какие-то такие вот конфликты. Сейчас в январе еще будут очень сильно много конфликтов. Но в марте уже будут что-то уменьшение, как вот затухает. То ли будут какие-то переговоры, то ли еще что-то. Но могу сказать, что одно закончится, вот идет 23-й год, а в других местах будет начинаться. Потому что вот агрессия еще того года, она до конца не прошла. Кому надо лично, тут не видно, кому надо лично, все мои контакты в описании и в сведениях о канале. Что еще? Сейчас я сначала так. 23-й год по одному из календарей он идет под Марсом. Ну а Марс — это конфликты, это еще какие-то стыковки, несостыковки, потери материальные, физические. И еще будет вот дальше продолжаться для богатых все. Вот даже в той стране там закончится, и они будут строить, отстраиваться в Украине, и еще что-то. А в их, у них не дума, у них, назову парламент, просто забыла, как называется по-украински, там будут создаваться законы, которые будут только за богатых, но против обычных людей. И людям это не очень понравится. А по авестийскому календарю этот год будет проходить, потому что у меня здесь написаны листы, я много-много исписала, и я смотрю, что я писала. А по авестийскому календарю это будет год под Юпитером. И символы года будут слон и павлин. Слон – это сила, иногда даже всадник. Можно думать и всадник, но больше слон и павлин. А павлин – это яркое, потому что будет много ярких событий. Будет такой какой-то вот подъем, но для тех, кто действительно заслужил этот подъем. Год правды, когда тайное становится явным. И это тайное будет очень трудно восприниматься людьми. Они будут просто в шоке от такой правды, которую они увидят и услышат. Ну, знаете, такие события были, когда люди узнавали правду. Падение, когда Сталин, когда умер, еще были события. И тогда, когда Брежнев ушел. И мы узнали многие вещи правды, от которых мы просто... И все будет меняться.
Год материального подъема 2023, но не для ленивых, для тех, кто подготовил эту почву. На сам Новый год нельзя принимать в этом году алкоголь и наркотические какие-то препараты. Потому что с 31 на 1, и там еще даже чуть захватывает, будет как переход, вот такой вот переход. И те, кто будут с алкоголем, затуманенным мозгом, затуманенным рассудком, останутся в прошлом. И им не будет дан шанс 23 года и по поднятию вверх, и по поднятию перехода на новые вибрации. Они будут еще раз проходить экзамен, и если в течение полугода не пройдут, то они будут падать в яму, будут заболевания и все прочее. Учитывайте это. Так, 23-й год. Хлопки будут и в России. Вы понимаете, что слово «хлопки», новое такое слово. Хлопки будут и в России, и еще в Украине. И в Москве могут быть какие-то разные вспышки. Потому что подполье какое-то работает. Работать еще будет. В Украине в 23-м году, потому что это всех больше интересует, восстанавливается энергоструктура, но страна еще будет в таком закрытом виде, ну, как мы называем Северная Корея. Страна будет в закрытом виде, будут контролировать выезд из страны, въезд в страну. Внутри будут такие законы жесткие. Банковская система не будет полностью работать, нельзя будет делать также переводы обычным людям. Это все на плечи обыкновенных людей. И люди начнут противодействовать. Они устали уже. Они просто устали, и они будут противодействовать власти, элитам и властьдержащих, верхушкам. Люди хотят жить спокойно и свободно, без решеток, без запретов. Для России в 23-м году, ну, как мы называем, недовольство на кухне. Больше будет людей, которые будут говорить, потому что они будут бояться и в страхе что-то высказывать где-то на площадях или еще где-то. Часть людей будут выходить, но это не очень много. В 23-м году, возможно, в России смена правительства. Очень похожие ситуации складываются, как 100 лет назад, 17-й год, 22-й год. Миграция еще будет, но она началась чуть раньше. Еще что по России. По России вот тоже пойдет такое, что те богатые 3% будут обогащаться, а нищие будут все ниже и ниже падать. Бабушки и дедушки, которые из Советского Союза, будут уходить из жизни, а уже молодежь вот это вот поддерживать не захочет. А выпускать тоже из страны будут не всех. Будут закрыты, будет трудно получить, как когда-то в совковские времена, трудно будет получить загранпаспорт, куда-то поехать. Страну тоже ставят в закрытый режим, но ставят ее по другим условиям, нежели, как я сказала, в Украине. В России ставят на закрытый режим, чтобы власть хочет удержаться. Смена власти будет в начале, правительства или власти. Но она придет то же самое сначала. Придут такие же. А потом уже, это дальше, позже, возможно, 24-й год, 25-й, придет молодежь, которая по-другому вообще воспримет этот мир. И вообще по-другому. У них будет материальное чуть ниже, будет духовное. Они по-другому начнут все делать, то есть во благо народу. Это не будет коммунизм, будут очень высокие налоги, но их будут добровольно платить и с радостью. И уход от налогов будет грозить очень большими, по-настоящему большими тюремными сроками. Законы будут такие, и люди будут рады оплачивать эти налоги, потому что будут получать больше благ для себя. И если на самом деле, то есть это варианты событий, если на самом деле в это время придут вот эта вот молодежь, то Россия через какое-то короткое время начнет восстанавливаться, и в нее пойдут инвестиции. Хотя санкции
не будут отменены долго, и отношение к самой вот России, к нации будет очень тяжелым на какое-то время. А потом изменится сама структура, и пойдет другая структура и надстройки, и всего. И другой строй, вот совершенно другое. Но это один из вариантов из событий. Если же остается только смена как бы правительства или там чего-то людей, но остается тоже направление, то Россия будет идти на раздробление или вниз. То есть люди будут нищать, люди будут в страхе, в лаптях, и где правые, где левые, не будут знать. И есть второй вариант, который вот такой идет. И он идет в очень большом проценте. Все зависит от того, как люди сами начнут воспринимать мир. С радостью, без агрессии, без мщения, без зависти. Не искать кого-то виновных в то, что происходит. Виновные всегда мы. Мы поступаем за наши поступки. Я живу в Грузии, скажу по Грузии, потому что меня смотрят люди, живущие в Грузии, Сакартвело, Гамартёба. В Грузии март, август, Юпитер, Венера, любовь будут действовать на бизнес. Будет также ослабевать злобность, какая-то злобность, и вот какая сейчас существует вот к эмигрантам, к тому, что вот зачем люди эти новые не хотят воспринимать наши права, наш менталитет. Будет какое-то, вы знаете, будет с одной стороны напряжение, и опять молодежь будет вставать. Напряженность, а с другой стороны ослабляться озлобленность. И будут попытки каким-то образом договориться с элитами и с властями, чтобы они добровольно покинули и начать по-другому строить в стране экономику. Но тут может выйти, в зависимости от того, насколько будет дружелюбно настроена масса, а то может выйти и в конфликты. Конфликты достаточно тяжелые. С 23-го года начнется общение с бывшими республиками Советского Союза. Будут уже кто-то договариваться о поставках, еще что-то экономически. Но вот в сентябре, в августе в России могут быть возмущения, я сказала, почему очень повторяется, как 17-й год, 22-й год. То есть, если будут противодействия, то могут быть противодействия вплоть даже до каких-то гражданских столкновений. Ну, не буду говорить бойни, но может быть так. В Грузии тоже будет неподчинение, будут протесты, потому что 23-й год – это год правды, год истинной правды. Люди хотят свободы. Семерка. Суды, свобода, достижение своего. То есть, если суд, то я истец, и я выиграл. Что я выигрываю. Возможно, что тоже могут перейти в силовой конфликт, я уже сказала, но это только в тех случаях, если вот агрессия будет торжествовать. Но будут пытаться все-таки, это не силовой конфликт, а чтобы все эта заварушка, чтобы ушли вот эти сегодняшние элиты, и пришло какое-то новое начинание, люди тоже устали. У людей будут какие-то проблемы. И знаете, вот лучше 23-й год для Востока, вот для Грузии пережить это время. Рядом находится Турция, то у Турции, у нее прям несколько лет, она прям как под счастливой звездой. И знаете, какой бы ни был Эрдоган, он знает, как вот вести Турцию, чтобы она как-то процветала. Хотя на нынешней ситуации мы многое видим, что вроде бы не так, было лучше. Времена такие, что даже в Европе тяжелее стали жить, хотя они не замерзнут. И без света они не будут. Потому что там люди работают и те, которые истинные граждане, и будут законы издаваться, что уже иммигрантам не будут выплачивать вот эти бесконечные пособия, им будут ставить условия, что
Через какое-то время вы должны или работать, или, пожалуйста, открыто езжайте домой. И это будет правильно. Виды на жительство иммигрантам будут давать во всех странах достаточно тяжело. Про гражданство уже вообще речи нету. То есть очень тяжело. Так. Вот на Востоке, да, в Грузии тоже будет осознание. Сама Грузия изменится. В октябре, декабре, вот в конце года 23-го, возможно, или смена власти, или какое-то временное правительство. И тогда это избежит тогда конфликтов таких вот силовых. В 24-м год для Грузии, может быть, уже к 24-му году выйдет, что да, будут тоже какие-то союзы образовываться экономические с бывшими республиками, договор какой-то о совместном проживании, какой-то блок, может быть. Начинается 24-й год, я хоть по 23-й говорю, но переходит 24-й, на Земле будет переворот энергетический. В 23-м он начнется, что газ и нефть будут не нужны. А ведь были, не доказано, можно получать электричество из обыкновенных мельниц. Помните, какие мельницы были? А из них электричество получали, целые поселки электричеством снабжались. Из воды и просто из воздуха. Вот будет энергетический переворот, и поэтому все на Земле начнет меняться. 23-й год – это год требования свобод. Не просто так вот свобод, а именно свободы. Люди хотят быть личностями. Начиная с 20-го года нас давили высшие элиты и думали, что очень просто можно будет нас трындыкс, и мы все шипами уколемся или чего-то еще и будем подчиняться. Но оказалось, что все-таки мы не совсем зомби. Мы хотим свобод, мы хотим своих прав. И то, что они от нас хотели на нас это сработать, интернет, еще прочее, а люди сработали на себя. Они показывают в этих видео еще где-то то, что с ними происходит, какие законы, где анализируют, разговаривают. Они думали, что будут передачки какие-то от них, передачки по антеннам, и мы будем маршировать. Тюк-тюк-тюк-тюк. Оказалось, что не все так хотят маршировать. И вот те, кто с 20-го года сделал выбор на свободу личности, те в 23-м году просто получат, ну, как шансы огромные и материальные, и духовные. У многих будет прибавка в деньгах, бизнес, еще что-то. У кого-то будет очень 23-й год плодотворный в смысле деторождаемости на Земле. Но вот будут в этом 23-го года, начнутся ограничения, сказал, на въезд и выезд. Будет ограничена иммиграция. Вот где-то в начале года, ну где-то в течение полугода еще можно будет тудым-сюдым. А потом, да, будут страны закрываться, и будут закрываться они, вот как было при Эпидерсии, как я люблю говорить, при Эпидерсии, квартира 19. А будет что-то такое, что да, въезд будет закрыт, въезд-выезд будет закрываться. И это может протекать до 3 лет. Будут образовываться с 23-го года, я уже говорил, новые союзы. Так, я вижу еще на Земле будет 2, где-то очень сильное, или вот вулкан взорвется вместе с землетрясением, и где-то идет очень сильное затопление. Затопление где-то, это какие-то тропические страны. А вулкан где-то около Европы. Ну, где-то вот там. Не могу с точностью сказать, но увижу. А затопление, да, это где-то тропический, возможно, это цунами, что-то такое очень серьезное. В странах, в которых достаточно большой туризм. И очень много сейчас иммигрантов. Так, в начале года еще будет, как-то, ну, я бы сказала, про иммиграцию, во второй половине начнется еще объединение вот с разными странами. Начнут договариваться, потому что власть держащие понимают, что людей просто так держать,
Вот как они держали, страхами уже невозможно. Люди протестуют по всей земле. Америка. В Америке начнет движение тоже протестов, потому что иммигранты хотят требовать, чтобы не работай, но нам платите. Вы же, это из-за вас все, это же вы америкосы. Америка тоже примет определенные законодательства. Приехал, работай, не работай, уйдем. В Америке начнутся тоже какие-то недовольства. Люди будут выходить, чего-то требовать. Изменения в законодательстве. И это даже пойдет на 24-й год. Про Турцию я сказала. У Турции счастливая восточная звезда. И она этой звездой воспользуется. 23-й год. Это год подъема. Кто смог обрести силу. Кто обрел эту силу свободы с 2020 года. 21 год и 22 это были очень серьезные потери. И 22 год от потери материального. И в 23-м, кто вот это вот стремился, у того будут и приобретение материальных благ, и духовных, и моральных. Кто-то начнет учиться чему-то, достигать, и цели будут достигнуты. И знаете, как нужно в 23-м году, даже напишите сейчас, что вы хотите получить в 23-м году на листе. И просматривайте свой план и выполняйте. То есть план и выполнять, план и выполнять. То есть цель и действие. Что еще? Еще идет в 23-м году вибрации Земли увеличиваются. И люди, которые останутся на низких вибрациях, я вам сказала, почему нельзя алкоголь и сильнодействующие препараты, то они будут, те, которые в агрессии, в недовольстве, в злобе. Потому что после того, когда прекратится бойня, вот эти мальчики озлобленные, которых научили уничтожать себе подобных, придут в мирное общество, а они там не смогут. Почему Америка после Вьетнамской войны перестала посылать просто мобилизованных? Если где-то Америка и вводит свои войска, и она жандарм всего мира, на охрану мира, как бы там не делали нам каких-то пропаганд, то после Вьетнамской войны пришли эти мальчики, которые стали убивать, входить в банды, наркоманить, тиранами в семье, сходили с ума, прыгали, заканчивали жизнь самоубийством. И на это пошло более 20 лет. И после вот этих событий Америка пересмотрела свою политику вот в этом формате. То есть идут туда те, как я говорила в начале, это я говорила на своем телеграме, что профессиональные военные, которые мальчики из суворских училищ, потом в училище, потом академии. То есть те, которые профессиональные, которые подписали контракты и учатся только на военных, и это их работа. Потому что они постоянно в разные точки ездят, они по-другому не могут. И я сказала про тех, у кого останутся вот эти низкие вибрации, энергии, злости, агрессии, недовольства, которые так и не научатся удивляться, улыбаться и радоваться, то вот эти вот конфликт начнется у людей. Вибрации Земли высокие, а на человеке низкие. И сразу будут возникать различные болезни. Сейчас очень развивается квантовая физика. В 2022 году Нобелевскую премию дали за то, что квантовая физика доказала нереальность нашего мира. И нам про это промолчали, потому что это очень сложно осознать. Квантовая физика, ее называют еще квантовая механика, поворачивает нам совершенно другие аспекты, как мы привыкли думать и знать. Переворачивается наш мир, мир идет совершенно в другую сторону. И да, к добру, к радости еще очень тяжело это будет, но мы идем совершенно к другой земле, к другому мышлению. Те, кто люди не войдут в это новое мышление, да, их будут убирать. 23-й год дан на то, чтобы научиться отвечать любовью на любовь, добром за добро, за зло отвечать добром, и тогда светом этот враг будет просто рассыпаться.
Если человек будет в зависти, в агрессии и местью на месть, то этих людей будут убирать и кровных по их ДНК. Кто не примет эти новые высокие вибрации, эту новую планету квантовой механики, энергия Земли просто их сожрет. Вот такой у нас прогноз. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Я проведу потом вопросы именно по году, не личные, что у меня будет с Васей или с Дашей. Нет, а именно по 23-му году. Если есть вопросы, то я их рассмотрю и в каком-то видео или просто отвечу в комментариях. В комментариях пишите: принимаю свою любимую планету Земля. На высоких вибрациях радуюсь и улыбаюсь. И вместе с Вивьеной, и вместе со всеми добрыми людьми Земли иду по дороге, прямой дороге жизни, к свету и к добру. А сейчас я посмотрю, давайте, раз уж карты, вы уж привыкли, что карты. Я взяла колоду Логиновых. Давайте посмотрим, первое вот из этой колоды, какой год ожидает нас, кто смотрит это видео, какой у нас год будет, посмотрим. У многих будет год посвящен семье, у кого-то будет семья. Посмотрите, пожалуйста, видео, оно сейчас будет, гороскоп на все знаки зодиака, это тоже по потоку было. Вот у кого-то будет семья, дети, забота о семье, доме, у кого-то будет приобретение недвижимости или аренда. Вот под этим знаком это будет весь год. Сохраните эту карту, сделайте скрин, и она у вас будет приносить вам счастье, радость и достаток в дом. И теперь второе, из второй колоды. Что из второй колоды? Из Ленорман. Какая карта у нас по Ленорман? А по Ленорман идет двойка, надежда, четырехлистный клевер. Все желания сбудутся. Главное правильно поставить желание, не мечта, а желание с целью, и вы всего достигнете. И вам будет всегда благоволить цифра 2. 2 дня, 2 часа, 2 недели, 2 года. Сканируйте, передавайте, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым, чтобы больше людей услышали и поняли, что как радостно жить и что жизнь – это прекрасно. Всех благ, радости и плодотворного, мирного, светлого 2023 года. Пока-пока. С вами была Вивьена.